Ну что, у нас на часах 8:50. Я где-то минут 15 назад выехал из гостиницы. Сегодня обещали солнечный, без осадков день. Я упаковал все дождевое. С утра выглянул, солнышко светит, хорошо, облачка. Пока собирался туда-сюда, выхожу, дождь пошел. Ну, вроде это такое, тут маленькая тучка. В ближайший час должна все-таки погода наладиться. Ну, как обычно, встал в 7:15, пока туда-сюда собрался, позавтракал. Ну, где-то в 8:30 получилось выехать. Все-таки долго занимает, пока всю свою технику по местам разложу, чтобы в дороге было потом удобно пользоваться. Ну вот, красотень. И довольно долго такая будет вдоль фьорда дорога. Прикольно. Может быть, сейчас инсту поставлю, пускай поснимает. Ну вот так, сейчас двигаюсь к леднику одному. Посмотрю. Он у меня по пути. Через 48 километров ледничок находится. И потом у меня по плану Сагнафилет трасса. Ну и дальше будем смотреть, по-моему, потом озеро Лаватнет. Но я думаю, что скоро должно распогодиться. Вот там, в принципе, видно, что уже такое реденькие какие-то тучки, даже солнышко он пробивается через облачка. Так что, думаю, все хорошо будет с погодой. Что, поехали, давайте. Всем хорошего дня. Ну вот, включил запись на инсту. Сегодня, несмотря на то, что почти весь день будет без осадков, но температура, я смотрю, в этой части Норвегии везде максимум сегодня 11-12 градусов. То есть я так сразу оделся потеплее сегодня. В это же время там где-то в районе Осло, в той части, там где-то 22 градуса. А в Риге вчера с женой созванивался под 30. В этом, конечно, у меня был главный стоп летом ехать в Норвегию, что как-то обычно хочется наоборот и с холода в тепло ехать. А тут уезжаю из тепла в холод. При Балтике солнца и так не так много. И еще, когда солнечная погода, уезжать, ну такое себе. Ну ладно, зато очень уж хотелось использовать отпуск, чтобы насладиться природой, видами и поездкой на мотоцикле. Это уже стало неотъемлемой частью меня. Вот эти мотопутешествия, это, конечно, для меня открытие было. Как только получил я А-категорию, отправился в свое первое, сразу влюбился в это дело. Ну что, чувствую, ноги сейчас опять будут мокрые. Может быть, пока не поздно все-таки бахилы одеть, потому что вот по этим разделительным, когда обгоняю, воды плюхает на ноги. Да, наверное, я одену сейчас все-таки бахилы, остановлюсь. Вчера очень долго сушил феном обувь. И сейчас опять уже чувствую, намокает. Очень неудобно в них ехать и ходить, и поэтому я не люблю их промочить ноги, как вчера уже в начале дня, но точно не хочется. Блин, засада, что сейчас дождь усилился, и если я остановлюсь, меня намочит в это время. И не туда, и не сюда. И бахилы хочется одеть, и намокать не хочется. Ну все, нацепил я эти долбаные бахилы. Правда, через 24 километра доеду до ледника, буду снимать, но потому что ходить с них совсем издевательство. Одно дело, ну, в серии просто там до заправки дойти, еще что-то, как бы, достопримечательности прогуляться. Не алло. Сегодня должен был быть день вообще без дождя. Вообще. Эх, красивая дорога, но опять в дождь я на ней. Ну, как интересно, дорога сейчас пойдет, да? Там раз, туда, и потом вот там, видимо, я поеду. Из гор он спускается, ручьи. Офигеть, конечно, скалы.
деревья загородили. Вон там тает. Видно прям. Видно сверху снег. И с него вот эта талая вода течет. Вот сейчас откроется он. Офигенно. Опять какая-то сомнительная дорога. Что-то я не уверен в ней. Она еще и грунтовка. Куда ты меня везешь так? Вряд ли это дорога к леднику. Или ты так хитрожопо меня развернуть решила, что я где-то неправильно поехал? Да, видимо, это она так развернуть решила. Скорее всего, проскочил поворот на ледник. Эх, могла просто сказать, развернись. Окей. И где же я проскочил этот поворот? Через 4,5 километра направо. То есть это я 4,5 километра назад уже проскочил. Интересно. Прикольно. Да, это я, видимо, из туннеля выскочил и проскочил, а тут он прям сразу. Прикольно. Да не бойся ты. Я же чисто запарковаться. Даже вот там, наверное, стану. Ну, красота. Ну, красота. Что, очередной красивый мостик. Не понял, что камера выключается, а не пишется. Так, мне получается вот туда надо ехать. Ну правильно, в Лом. Мне ехать в Лом. Привет, привет. Вот как красиво. Ну что, кажется, погода налаживается. Посмотрим, если так дальше пойдет, то можно будет уже наконец-то снять как минимум бахилы. Вроде начинает быть то, что сегодня должно быть. Как раз когда поеду по Согнафилет, думаю, что будет уже все хорошо с погодой. Ай, красота, как вот все это отражается в воде. Домики эти маленькие. Ай-яй-яй. Камни, входящие в воду. Но при всей этой красоте, конечно, вода леденющая, с ледников со всех с этих, да и высота тут большая, для купательных утех непригодная. Вот если баньку на берегу такую поставить, и из баньки туда в холодную водицу, вот это кайф, наверное. Мне нравится у них социальная реклама. Насколько я понимаю, что велосипедисты тоже не надеялись, что они крали дороги и поглядывали назад за машинами тоже. Это бурная река.
Все, топливо заправил, короче, подъехал на одну заправку, что-то там странное у них, 22 кроны цена. Думаю, ладно, залью полный бак, чтобы уже не думать об этом, что везде было около 24-25 крон и так далее. Пока есть 22, подъезжаю, там тетка стоит норвежская, что-то мне пытается там сказать. Я говорю, я не понимаю. Она говорит, здесь невозможно заправиться. Говорит, первый раз такое вижу. Я думаю, как невозможно. Пробую там кредитку, вставляю. Вы хотите заправить больше, чем на 1500 крон? Это 150 евро. Выбираю нет. Автомат выдает, что типа невозможно заправить меньше, чем на 1500 крон. Ну, что за херня? И она такая тоже говорит, да, вот я тоже офигеваю, что первый раз такое вижу. Говорит, может быть, это только для больших траков думано, но траки дизель используют, а там и бензин, и дизель заправка. Думаю, ну ладно, хрен с вами, поеду дальше, посмотрю. Проезжаю буквально там, не знаю, 500 метров, и стоит маленькая заправочка, тоже автомат. И цена еще меньше, 21,50, тем лучше. Этот мог бы пропустить, конечно. Теперь за ним тошнить. Узенькая дорожка тоже. О, ладно, смотрю пока на красоту и водопад. Так, надо, наверное, остановиться, полетать тут. Где-то, если будет сейчас прикольная локация какая-то, надо будет сделать такой стоп. Красотень. Эх, проскочил, было шикарное место, там остановки. Солнышко. Ой, хотел же бахилы снять на заправке, забыл. Значит, уже привык к ним, раз даже забываю снять. Ой, как островочек там какой миленький. Прекрасно. Развернитесь. Как везде домик такой, столики, лодочка, скамеечка, шикардос. И везде очень много вот таких мест, стоянки для того, чтобы отдохнуть, перекусить, столики вдоль речек. Обустроено хорошо. Как красиво тоже. Вода, цвет такой. Может быть, и там, где я вчера везде ехал, тоже у воды цвет такой при свете солнца. Но вчера вода была исключительно в черных цветах. А сейчас вот красотень. Да, это красивая дорожка. Это я еду по Согнафилет, если кому-то интересно. Ой, как красиво. Лодочка в этой бирюзовой воде. Ну, это прекрасно. Трактора еще. Вчера спросил у ребят, говорят, насчет камер контроля скорости. Говорят, нет, их много на этой трассе. Так что, ну не знаю, либо я еду такими участками, где их нету, либо я их прошляпил и потом получу пачку штрафов. Вот. И насчет паромов, говорю, на 3 паромах плавал, только на одном из них ко мне подошли оплату взять. А говорят, да, они типа ленятся часто и не берут оплату, то есть но это
Это касается мотоциклов, скажем. Когда они видят трейлер там или прицеп, то бегут в первую очередь, потому что с них самая большая оплата, и за ними следят вот очень четко. Кстати говоря, про фоторадары, здесь в Норвегии в основном используются эти фотобоксы, которые стоят у дороги, просто, ну вот, невысокие такие. И судя по тому, что они стоят, ну, иногда по обе стороны дороги, скорее всего, что они умеют стрелять только в одном направлении, то есть вперед. И в таком случае на мотоцикле более-менее безопасно. Но я не уверен, как бы вот тоже у ребят спросил, кто тут живет, они тоже не знают. Но я так понимаю, на машины штрафы всем приходит вид спереди. Но означает ли это, что они не умеют навстречку взад пулять? Но не факт. Поэтому тут 50-50. Посмотрим. И группа байдарочников, вон. И одинокая лодка стоит, прикольно. А вон водопад еще один. Сейчас подъеду к нему. Какая ж красота. Вон один водопад, второй водопад. Домик такой там на скале тоже. Охренительно.